Hello, my darlings, с вами Симона, и мы с вами продолжаем воспитывать детей, которых пока еще много. Я про вот этот проект сейчас поговорим с вами. Просто у детей, конечно же, вы это и так поняли по названию. Почему-то я опять решила не снимать все с паузы. В общем, каким-то непонятным образом я оказалась в какой-то точке, в которой абсолютно все дети хотят в туалет, а унитаз всего один. Я не знаю, как мы к этому пришли, но, в общем, сейчас что-то надо будет с этим делать. Я хочу сегодня попробовать записать все-таки один день вместо двух, потому что, если вы помните, если вы со мной с начала этого проекта, то вы помните, что я записывала по 2 дня, потому что, собственно, людей-то было мало в семье, в общем-то, была одна Казеус, да и все, в общем-то, расчет окончен. Ну, не очень-то было интересно за ней наблюдать всего лишь один день, там за один день ничего не успевало происходить, а здесь у нас, как говорится, полон кошкин дом. Думается мне, что можно попробовать записывать уже по 1 дню. Возможно, таким образом я смогу сделать эти дни более продуктивными. То есть я буду понимать, что у меня сейчас на все про все есть один единственный день. И ничего там завтра я сделать не успею. Поэтому, возможно, мы так будем с вами проводить время намного более качественно, меньше будем ускоряться, а значит больше запоминать и замечать каких-то штучек. А где, собственно, Казеус? Казеус милуется с уродцем. А уродца надо сфоткать. Она сейчас, наверное, выйдет опять из этой... Ну, конечно. Она решила... Ну, вообще. Ну, вот вы как думали? Как думали? Надо фотографировать человека. Из соседней комнаты, естественно. Она сама, главное, его превратила в какого-то уродца, и ей самой не нравится. Ты издеваешься, да, надо мной? Опять. Неужели... Что это такое? Господи, он еще в зеленой комнате. Да, конечно, мир запомнит его таким. Опа, запереть. Слава тебе, Господи. Теперь мы сохраняемся и идем. Все-таки, знаете, комментариев немного было на тему, какую, собственно, кончину мы выбираем для этого молодого человека, или не очень. Один из самых частых был именно про кровать. Народ хочет видеть гибель от кровати. Поэтому мы сейчас выберем это Tiny Living. О боже, она играла в Sims на английском. Нет, вообще никогда. Я почему-то совершенно не помню, как называется этот набор. Крошечная жизнь. Он, наверное, в комплектах, нет? Компактная жизнь, а не крошечная жизнь. Складная кровать. Он паскуденыш, он же будет себе на ней бодрость поднимать. У него вон бодрость 6. Снимает расстройство, еще дискомфорт снимает. В мире снов и спит самая компактная конструкция со складной кроватью. Нет, только от этой, наверное, можно, потому что, главное, не забывайте закрывать кровать, чтобы не случилось никакого несчастного случая. Давайте попробуем, короче, здесь и вот эту воткнуть. Мы теперь вообще богачи, можем себе позволить. Она может боксировать беременная. Так, а детей надо бы спать уложить. Ты что стоишь здесь? Ты же хочешь и писать, и спать. Квинки, он же самостоятельный, он реально может сам сходить на горшочек. А девочка, я так понимаю, застряла здесь. Гекса, едите колотить. Ты как там оказалась вообще, серьезно? Если я вот так переставлю кровать, она сможет на нее лечь? Просто, возможно, она лечь сможет, а застрять не сможет. Либо будет застревать еще сильнее, хотя куда уже сильнее. Так, ты сама помоешься, потом пойдешь мыть ребенка. Ты смотри, только не перенапрягись, пожалуйста, моя прелесть. Хорошо, кстати, что родится у нас, я так понимаю, 1 ребенок. Я, кстати, что думаю? У нас же, скорее всего, сегодня вот эта женщина очень симпатичная, она так мне нравится. Но она сегодня, скорее всего, покинет отчий дом. Она, скорее всего, сегодня станет отличницей. И не сказать, что как-то много денег нам приносят эти дети. Вот они не успевают. А что, кстати, тут со старшей школой связано? Но у нас на это на все нет времени. Мне правда, говорит, пора. Правда, кривда. Спать ложись. Тебя вообще никто не отпускал. Фу, он еще и как будто бы как-то вонять начал. От него сначала только красный свет исходил, а теперь красный, еще и с каким-то зеленым. Ой, нам еще написать документальный роман надо. Квинки, ты как? Ты почему-то очень долго. Вот, все, пошло. Поехало. Ну, сразу видно, независимый ребенок. Сам поел, сам покакал. Чудесно. У нас, конечно, еще вот Унус почти не успевает прокачивать вот этот вот волшебный
разные вот эти все свои штуки. Что у нас, кстати, по курятнику? А, у нас тут как раз вот инкубационное яйцо выводится, и он еще и грязноватый, его не получится помыть. Надо хлев помыть. Досуга у нее нет. Тут посмотри, сколько досуга. Вон надо дитё мыть. Хлев надо чистить. Мы можем сделать? А, инферно. Понятно. Далее без резких движений, пожалуйста. Я просто думала, что мы можем починить сделать и улучшить его качество, и тогда они сразу станут просто, не то чтобы отличниками, они сразу кандидатами наук станут. Они придут в школу, им говорят, мы вас больше ничему не можем научить. Вот вам дипломы, прибавка к жалованию, и давайте, чешите в мир науки. Опа, Чип и Дейл спешат на помощь. Чё ты приперлась? Ты иди, пожалуйста, вон тогда у тебя есть дела. Позови заварочку, пожалуйста, сюда, чтобы она тебе не мешала. И помой вот это вот все. Только через чистите получается. Не понимаю, почему так. Давайте дадим ей лакомство. У нас дофига всяких лакомств. Давайте праздничное лакомство ей дадим. За то, что разбудили ночью. У нас с тобой, как всегда, моя хорошая, до хрена дел. А еще меня интересует один вопрос. Если сделать наоборот, как мы делаем в волшебном мире, попросить обучать волшебству, будет ли так, что они такие, вот как в волшебном мире, что она такая, что-то бур-бур-бур, и она сразу новое заклятие знает? В смысле, а у тебя что, палочки нет? У нас 4 палочки, мы что, ей даже ни одну еще не вручили до сих пор? Вот это очень красивое, ее унус дадим. Ну да, что-то это не так работает, они просто ей прокачивают вот эту шкалу, и все. Почему-то она не учит новых каких-то заклятий. А если дать ей зелье, она научится его делать? Странно, конечно. Это что такое? Сплошной стресс, семейная динамика, строгость. Ну, извините. Магия вообще дело непростое. Ты как думала? Не поняла. Я сейчас не поняла. Это что такое? Осуждаю. Это этот Рахул ей всучил. 100%. Я сказала, что он какой-то мутный тип. Это вообще что такое? Ты не сделала проект. Я его купила за бешеные деньги, а ты его не сделала. Так, значит, его оставим для будущих поколений его оставим. Так, слушайте, давайте уже, может быть, как-то закругляться уже. Ребенку надо в школу завтра. Все, хорош. О, ты, кстати, можешь теперь внизу спать. Напишем все-таки документальный роман уже в конце концов. Сейчас опять будет название «Лиса из парка Горького». Вангую. О, герои Сим-Сити, правда и вымысел. Детское питание. Так, ну, допустим, это мы можем ускорить, потому что зачем мы тут будем еще с вами наблюдать? Вот яичко должно вылупиться раньше, чем ребенок. Через 18 часов у нас только 2-й триместр наступит. Да и то даже больше. А яйцо уже прям вылупиться должно. Значит, наверное, в этой серии мы с вами новую курочку увидим. Цыпленочка, точнее, маленького цыпленочка. Кстати, я не помню, в правилах что-то говорится о книге жизни. Там же, если ты достигаешь 10 уровня писательства, там можно написать книгу жизни какого-либо персонажа, и если с ним что-то случится, можно будет его вернуть. Там что-то написано, что нельзя, типа, использовать какие-то лайфхаки, но там перечислены конкретные лайфхаки, и, честно сказать, я ничего не помню про книгу жизни. Пишите в комментариях, если вы что-то знаете, слышали. Принести 12 белых яиц владельцу продуктового магазина. Кстати, можно и принести, потому что у нас их вообще вон сколько, и они скоро все стухнут. Нам же за это тоже каких-то денег дадут, за вот эту вот фигню. Принести розу хранителю существ. Ну, хранитель существ еще хрен поймаешь. Он сам как те существа, блин. Все потухло. Фу, переполнилась мусорка. Мы можем приготовить вот этот жареный сыр? Можем. А чё тут ходила женщина в каске? Что она решила? Блин, пришла еще одна лиса. Ну хотя бы не пожилая. Вы что все, у вас что здесь? Мой участок, это какое-то место для лисиное кладбище. Не надо сюда ходить, пожалуйста. Слушайте, дети-то как спят спокойно. Даже никакие кошмары их не беспокоят. Когда ж такое мы еще увидим-то с вами? А, вот она где. Боюсь, что этот дом не отвечает требованиям. А, вторичное использование. А как же не отвечает? У меня же перерабатыватель даже стоит. Благодаря комплексу мер вторичное использование мы даем влияние всем, кто будет использовать утилизаторы для получения вторичного. И преобразователи для создания. Так у меня есть преобразователь. Вот вы, блин,
хрен даете? Слушайте, а что за утилизатор? Может быть, мы можем найти утилизатор вместо урны? Мы тогда сможем не тратить время на копание в мусоре. Как вариант. Домашний утилизатор. Гюнтах. Немецкого производства, видимо. Объявляем войну хламу и мусору. Соберите весь хлам, ненужные стулья и старые игрушки и переработайте их, чтобы получить вторичное сырье и полезные материалы. Новейший утилизатор поможет сохранить красоту и чистоту планеты до следующего столетия. Почему-то звездочка. Продукция Гюндах не гарантирует сохранение планеты без вашего вмешательства. Переработать предметы с багажа. А если она, например, просто мусор положит себе в карман? Короче, надо удалить эти все урны. Пусть они все складывают к себе в багаж, а потом из багажа мы это будем отправлять в утилизатор. А почему внезапно нельзя стало жареный сыр приготовить? Так что же можно было? А кто съел сыр? А кто сломал вот это? Тарелка считается. Можно и удобрение. И вообще. Закончила, значит, книгу. Нам еще дали балл. Волшебная экономия. Некоторые из необходимых ингредиентов могут не использоваться во время приготовления зелья. Не то чтобы мы готовим зелье тут с вами. Подождите, а что тогда вот это? Это мастер пакостей, а это волшебный собиратель. Давайте тогда, может быть, первостепеннее будет нам волшебного собирателя качнуть. Просто мы реально ничего мы не используем, никакие эти. Так, сейчас... Ой, господи, я даже не знаю, что бы делала Казеус, если бы она не была волшебницей. Это волшебство... Подождите. Они не знают о волшебстве? Мать, нефиг взять. Ты чё, с детьми-то не общаешься на такие важные темы? Так, теперь давайте жареный сыр. Почему все еще нельзя приготовить жареный сыр? Хлеба тоже нет. А кто его сожрал? Хорошо, а хлеб я могу приготовить? Муки нет. Все, теперь довольна твоя душа? Приготовь, пожалуйста, хлеб. Ей не нравится плохое окружение. Ты можешь этому препятствовать. Ты можешь попробовать вынести мусор. Как вариант. Почему он не может? Тресс не обладает достаточным уровнем навыка интеллекта. Типа у ребенка нет интеллекта до такой степени, что он не может подойти сорвать клубничку. Ты чё? Она троечница. Хотя я не знаю, мне кажется, троечники, они как бы типа вполне соображают, как работают штуки, да? Как бы, окей, они же, не отстают в развитии, они просто троечники. Кстати, у меня что ли какое-то ложное воспоминание? Мне такое ощущение, как будто бы раньше предпочтительно было ходить в школу в настроении внимательной. Может, меня глючит, конечно, но что-то ни у средней школы, ни у старшей школы почему-то ничего такого нет. Почему они из начальной школы попадают сразу в старшую? Куда делась средняя школа? Она пошла рассказать историю обезьянки. Хоть не бить ее. Короче, реально, давайте удалим урну. Это же единственная урна, по-моему, у нас здесь. И вот эту. Пусть они разбрасывают мусор по дому. Мы это хотя бы будем замечать с вами. И все. И мы сможем это перерабатывать в утилизаторе. И будет нам счастье, как говорится. Ой, вот она наша одетая. Блин, она такая классная. Собрать яйца. Одно яйцо. А что так мало? А люди еще спят в деревне? Может, я могу к владельцу магазина какого-нибудь подойти и вручить ему яиц? Ладно, берем, значит, вот это и идем в утилизатор тогда. Переработать вещи из багажа. Почему это дебаг? Это, кстати, надо же отправить. Нам же денег дадут. За исключительную внештатную работу. Награда. Тоже нафиг она уперлась? Можно посмотреть, что она там дает. Сейчас посмотрим. Вау. Вот как же мне все-таки нравится Sims. Вот эти вот фишечки всякие какие-то интересные. То, чего, знаешь, вот в жизни не придумаешь. Вот утилизатор мусора дома. Максимум, что я видела в ТикТоке, люди типа собирают бутылки, переплавляют вот в эти стержни для 3D принтеров и потом из этого пластика что-то себе на 3D принтере делают. А в Sims столько таких штучек, интересных. Меня вообще эти дети, вот если честно, они меня задолбали. Что-то там пытаешься о них заботиться, а они вечно недовольные жизнью. Вот что ее беспокоит? На меня нет времени. Конечно, на тебя нет времени. Тут еще 6 детей, кроме тебя. Вы впервые получили детали и запчасти, используя утилизатор. Наведите курсор на утилизатор или бюджет
семьи, чтобы узнать, что вы получили. Детали и запчасти используются для изготовления предметов преобразователей в качестве топлива для объектов электро- и водоснабжения. Вы также можете найти детали и запчасти, собирая мусор, найденный в мусорном контейнере. Я все-таки хочу вот эту деталь создать. Куда? Начать аккуратно работать. Мужчина, пожалуйста. Давайте вы будете пытаться спать. Короче, все. Мы все равно сегодня не родим. Я предлагаю его добавить в семью. Переезд в активную семью. Молодой человек... О, кстати, он уже нормальным стал. Может быть, вы хотите немножечко поспать? Непонятно, как это должно работать. Ладно, уберем ее обратно. Дай бог, он там в следующий раз что-нибудь запутается. Ее придется руками вот так вот опускать. И его придавит. Меня интересует, что там с курицей. Не получает должного ухода и думает о том, чтобы сбежать, однако белая курица останется, если... А чё такое? Я же вам дала корм. Надо узнать у нее, как проходит день тогда. Давайте ей лакомство дадим. Обиделась. И она не идет жрать. Я вон рассыпала корм, она опять не идет. Ой, еще и коровка. Дадим ей белковое лакомство. Опять... Да как ты там оказалась-то, ёперный театр? Заварочка такая хорошая девочка. Почему ты так поступила, Заварочка? Потому что я не выдерживаю. Нет, ты мне расскажи, конечно, вот откуда ты вот это взяла. Блин, или я не знаю, может быть, Унус не отселять, хотя их уже 8. Может быть, ее сделать молодой и не отселять. А куда же мы тогда родим-то? Я не знаю, она родит 9-го. У меня расширена как бы вот эта вот штучка вся. У меня, по-моему, до 12 человек может вмещаться в семью, но я не знаю, насколько это таким именно образом работает. Вот, давай мышлением позанимаемся с ребенком. Так, дадим шоколадное лакомство и подоем еще раз. Вот это, конечно, механика странноватая, честно сказать. Типа, то, что она разлила молоко, это не значит, что она его не дала, так ведь? Она же не бездонная бочка, типа, у нее же там вырабатывается какое-то... Она что, уже шоколадное молоко сразу, что ли, дает? То есть она его дала, просто разлила. И почему-то все равно, типа, доступна вот эта функция еще раз подоить корову. Типа, это, конечно, странновато, но в целом понятно, почему, да? Ты моя девочка. Все идут в школу. Быстро. Так, что здесь происходит у нас? Нет, нет, если тебе нечего делать, иди, пожалуйста, на горшок. А чё, Квинки, вот это все вообще не касается. Иди, что ли, пожри, и будешь тоже мышление качать. Вейт, теперь, друзья, он мне нравится, а мне нет. Он не хочет спать на нашей сломанной кровати. Подождите, а если ее, например, электризис? Ну нет. Обучай формам тогда Квинки. То у Квинки у нашего мышления вообще где-то на уровне плинтуса. Но не хуже, чем у Тресс, которая не понимает, как сорвать клубнику с куста, конечно же. Строгость. Ну пусть, он пацан, господи. Кому в нашей семье не насрать на пацанов? Там Гекса скоро 3-го уровня достигнет. Так, как еще качественно мы можем провести сегодня время? Так, ну естественно, нам надо... О, кстати, еще интересно, когда у нас следующая финчевикская ярмарка? Вот, у нас в субботу. О, это через... Это еще не скоро, конечно. Почта доставлена. Но это нищета. Не в смысле, что это нищета, типа мы живем в нищете. А это не счета, не квитанции. А чё, а где Гекс-то? Куда она делась? Она смотрит на компьютер и думает, что это. Ты немножечко не досидела на горшке, поэтому тебе придется своей грязной попой сесть на грязный горшок. Это именно то, чего хотят они. Мы лишь марионетки в их руках. Кто эти они? Интересно. Что есть любовь? Мы нашли любовное письмо, которое Куатор написал своему учителю. А какого хрена он теперь вообще... Он не попечитель ее. Почему он влияет на ее воспитание? Вообще сиди в подвале, не отсвечивай ни хрена. Неприятности ее ждут. Тебя ждут неприятности. Кровать разбирайся, сказала. О, горшок. Так, что теперь? Что теперь ей надо качать? Давай бродить вместе с Квинки. Открываем холодильник. Забираем оттуда яйца. Несем вот этой женщине. Она, конечно, пошла, закрыла свой магазин, пришла потрындеть. Тебе дай только закрыть твой магазин, бездельница долбаная. Принести 12 яиц.
На, держи. Яйца там, да, прикинь. А, вот куда-то сюда надо отправиться. А можно, кстати, их просто с собой взять. Они там хотя бы свое отображение прокачают себе и нормально. О, заглянуть под улитку. Такая огромная улитка! Нет, а чё вы болтаете? Вы бродите лучше. А что она нашла? О, 3-й уровень передвижения достигнут. Спрятать предмет. Что же я могу спрятать такого? Петрушку. А, вот он. Стой! Я сейчас вручу вам розу. Примешь ли ты эту розу? О, кролик! О, погладить! Господи, сколько здесь всего интересного. Подождите, пожалуйста. Кролик сам пришел. Он сам пришел. Почему 18 денег с меня сняли? За что? Это что, дети что-то купили? Я не поняла, ты что здесь делаешь? Так, еще какая-то придет сейчас. Красивый цветок, но боюсь, что у владельца продуктового магазина неправильные представления. Передайте привет от меня. Еще эти очаровательные сырые грибы. В знак моей благодарности, может быть, они могут быть подарком или нет. Решать вам. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Кстати, а ты какой пожилой? Его будет легко кокнуть. Может, нам от него заиметь каких-нибудь... Передать владельцу продуктового магазина привет и грибы. Блин, кролик, ну не уходи, пожалуйста. Давайте ему дадим овощное блюдо. Это овощное блюдо? Ему понравилось. Почему ему можно его гладить, а мне нельзя? Отойди. Отцепись от кролика. Так, все, я не желаю с вами разговаривать. Я ухожу домой. Где этот урод, блин? Иди сюда. Уже, между прочим, не урод, но все равно такой урод. Так, владельцу продуктового магазина надо что-то передать. Какое-то говно. Опять она взяла, все закрыла. Ведь это же обязательно, да, чтобы перекинуться с кем-то парой фраз и забрать грибы, необходимо закрывать магазин. На хранителя существ тогда можно положиться, грибы и даже очаровательный гриб. Намек понят. Я очень ценю вашу помощь. Секрет. А, мы его собирались, что ли, отбить у этой женщины. Ой, нам что, впервой, что ли? Так, найти любовь в маленьком городке не так-то просто. Что ж, вы свою задачу выполнили, за что я вас и благодарю. Пойду обратно в магазин обдумывать свой следующий шаг. Найти любовь в маленьком городке трудно. Они что, беременна в 16 не видели, да, никогда? Очень важный человек, блин, но это только с 10 уровня. Помогите нашему мрачному будущему. Что, дети? Вы только дошли до горшка. Вот тебе надо воображение. Нам нужен еще один планшет вообще, на самом деле. А она может тиражнуть планшет? Подождите. А, только командный центр доступен. Жаль. Вот, и ты потом пожрешь, и потом будешь тоже рисовать с ламой. Ой, ты моя маленькая, медленная моя девочка такая хорошая. Это что такое? Кролик не впечатлен, кролику не понравился анекдот. Казеус пыталась развеселить кролика, но попытка провалилась. Она думала, что кролику понравится анекдот, но, видимо, у кроликов очень изощренное чувство юмора. Интересно, он у нас появился где-то в отношениях в каких-то? Нет, а жаль. И заварки нет, кстати, ни кур, никого вообще. Дети, как обычно, у меня в каком-то говне тусуются. Хотя с реальным дерьмом связался, конечно же, Квинки. Попросить искупать? А что? Ой, простите. Наш маленький принц просто запачкался от того, что один раз ходил в туалет. У тебя даже не желтый, вот эта фигня. Давай это. Губу закатываем, да? Окей. Доверие Вселенной. Мир — прекрасное место с прекрасными людьми. Септом радуется, что среди них есть члены его семьи. Ты мой прекрасный светлый мальчишка. Попытка взлома. Сегодня выяснилось, что Унус пыталась взломать школьные компьютеры. Не знаем пока, что она хотела сделать, но мы успели вовремя ее остановить. Это серьезно, надо ее наказать. Хватит и предупреждения. Нужно поставить на компьютеры защиту получше. Да нахрена? Там что, какие-то сервера Пентагона? Зачем там какая-то серьезная защита? Блин. Слушайте, я думаю, что хватит и предупреждений. Ну что она там? Во-первых, мог бы информатик и обратиться
обратить внимание на одаренного ребенка, что она там что-то пыталась взломать. А вот если бы у нее получилось, да может у нее талант. Может быть ее надо это как-то шефство над ней взять просто и направить, так сказать, в созидательное русло вот эти вот ее способности. Нет, конечно же, надо на всех наорать. Предупреждаем. Что случилось? Сейчас я не поняла. А почему ничего не получилось? Только хуже даже стало все. Какое-то было плохое зелье. Подождите, а великолепно и превосходно? Типа великолепно это лучше, чем превосходно? Просто она хочет съесть горячий бутерброд с сыром превосходного качества. Нажмите на плиту, выберите жареный. Так, готовка. Сначала, по-моему, превосходное, потом великолепное, нет? Она теперь готовит только великолепные. Что нам теперь вот это никогда не выполнить? Визит директора. Сегодня директор школы придет в класс. Все должны вести себя безупречно и не прерывать урок. К сожалению, Куатор чувствует, что ученик, сидящий позади, чем-то в нее кидается. Стоит ли его проигнорировать или все же попросить остановиться? Слушайте, мне кажется, по-моему, я что-то такое видела уже когда-то 100 лет назад. Мне выпадало это диалоговое окно. Или как это, карточка шанса, что это такое? По-моему, если его игнорировать, в итоге его заметят. То есть его должен, по-моему, заметить директор. Хотя, возможно, тут какой-то рандом замешан вообще. В общем, я буду делать ставку на то, что его мы проигнорируем. И директор в итоге заметит, что он чем-то бросается, потому что его же игнорирует, он же будет это делать еще более рьяно, начнет палиться, директор это увидит и даст ему трендюлей, а нам скажет, какая ты молодец, что ты растешь терпилой. Куатор усиленно смотрит на доску и старается не обращать на выходки другого ученика. Что не обращать? Но тот швыряет очередной бумажкой так сильно, что попадает в преподавателя. Наконец-то кто-то другой попадает в неприятности, а Куатор выглядит как прилежная ученица. Я же сказала, он перестарается в итоге и получит трендюлей. О, кстати, у нас есть магазин наград. Мы можем обольстительной стать. Персонажи обольстители могут любого заставить кокетничать с первого взгляда. И бережливость тоже полезна. Короче, я думаю, надо стать обольстительницей. И теперь вообще любой мужик нам не помеха. Так, чем займемся дальше? Предлагаю пойти работать. Написать научно-фантастический роман. Напишем фанфик по Стартреку. Все заняты, давайте. О, кстати, скоро эти все придут. У всех оценки стали лучше. Только кое-кому надо досуг поднимать. А вообще, я думаю, что кое-кому надо становиться взрослой и чесать из этого дома нахрен. Давайте шоколадный торт приготовим для нашей прекрасной шоколадки. Так, а эти стали хорошистками. Я добавляю на торт свечи. Ты идешь загадывать желание. Ой, они так еще... Подождите, они так еще стоят рядышком, так миленько. Ду отправил персонажу Унус подарок, скоро он придет по почте. Начало взрослой жизни. Вас ждут ответственные решения, увлекательные карьеры и большие перспективы. Кто сказал, что 20 лет это не круто? Вечная свежесть. Слушайте, это что-то, это какие-то modifications, это не надо использовать. Тусовщица! Что? Она уже 2 раза тусовщица. Да блин, прирожденный лидер. Ты, кстати, очень похожа на нее. Она у нас биполярщик, тусовщица и прирожденный лидер. Популярность у нее. Вот главарь или душа компании? Наверное, больше душа компании ей подходит. Унус превосходит всех учеников и заканчивает школу в качестве лучшей выпускницы. Вау, ни хрена себе. Все, должна теперь задуматься об образовании, но... Задумайся об образовании где-нибудь в другом месте, пожалуйста. Девушка, вам пора. Вот вы... Подождите. А вы когда разродиться-то успели? Вас там чё такая прорва? Откуда Ноа Кейн там взялся? Откуда? Что там делает Бьорн Бьорксен? Блин, ну мы никуда не можем ее выселить. А давайте ее отправим в институт. Чё в целом? Да, у нее навык
навыки, блин. Ну ладно, ну хоть какой-нибудь, пусть институт, я не знаю. Стипендии. Там есть что-нибудь для многодетных? Ну вот, давайте напишем письмо. Да пусть тогда хоть, я не знаю, отправим тебя в общагу. Вы все остальные не расслабляем булки. Мы делаем домашку, окей, да? А, ну ты решила поспать, окей, мы уважаем твое решение. Унус имеет больше всего шансов на получение следующей стипендий. Образование для всех. Персонажи с очень маленьким бюджетом смогут подать заявку. И жители Хэнфортон-Бэгли. А, это типа для деревенских, что ли? Да, эта стипендия доступна жителям Хэнфортон-Бэгли, недоступна взрослым и пожилым персонажам. Сумма стипендии 300. Ну, надо вот это вот, да, для всех. Теперь давай тогда. Давай, посылай про стипендию. Я тебе все целиком оплачивать не собираюсь. Да, окей, давай. О, он лег спать, этот придурок. Вот, образование для всех. А как ты раскрутил эту кровать, что она тебя не прихлопнула? Блин, вот ты уродец. Ну он же так от голода у нас загнется. Я так не играю. Нормально дать растительное лакомство корове для того, чтобы потом получить молоко, внимание, растительного происхождения. Из коровы. Растительного. Я понимаю, ее зовут Заварка, но это же ничего не значит. Она животное. Это молоко животного происхождения. Как можно из коровы получить молоко растительного происхождения? Давай иди вышивай, блин, вообще. Будешь бабки приносить тогда в семью. Слушайте, я очень надеюсь, что у нас нормально разродится наша Казеус. Вот. Мелкие не хотят вышивать. Будешь ты вышивать, значит, у нас. Ой, ей, кстати, походу нравится вышивание крестиком, потому что у нее досуг поднимается. О, кстати, у нас стухнет торт. Сейчас мы там подоем корову, снова поставим свечи и поставим его в холодильник. Расплескала все. Ну, заварочка. О, кстати, очки таланта еще дали. Ну ладно, давайте уж будем эту веточку развивать. Что уж теперь поделать. Так, иди давай дописывай. Очень быстро сделать домашнее задание. А почему такое у нее есть? О, передвижение уже 3 уровень. Подождите, это мышление. Вот, мышление нам тоже надо. Давай. Ты же у нас независимый. Вот сам, потом сам пойдешь спать. Заварочка, ты зачем перевернула? Ты зачем перевернули-то все? Ну не отворачивайся, когда я с тобой говорю. Ну что ты? Ну не надо. Ну что это такое? Большой обруч. Так, что, продаем. Чуть-чуточку заработали мы на этом. Прекрасно. О, иди торгуй давай. Нафига я продала через этот-то, блин. Вот я тетеха. Главное вот это не продавать, а то нас загребут вообще здесь конкретно. Так, выложить на стол. Давай, иди. Вечером будешь крестиком вышивать у меня. Обслуживай стол. Начать дворовую распродажу. Прекрасно. Чего вы на холоде-то так любите домашку свою делать? Я не понимаю. Ну давайте, проходите все. У нас тут дворовая распродажа. Так, Куатор выполнила домашнее задание. Но это она, конечно, ни хрена не угадала, потому что ей еще надо дополнительное домашнее задание делать. А детей нельзя сделать волшебниками, правильно я понимаю? Значит, подростками сделаем им обряд вознесения. Вознесем Тресс и Куатор на уровень, который им полагается. Понятно? Вообще, вот мне хочется накопить денег, чтобы все как-то выглядело более аутентично, что ли. Чтобы это было какое-то прям ведьминское такое логово, чтобы все такое было прикольненькое. И тут такая лавочка, типа, и продавать всякие ингредиенты, зелья. Потому что не надо болтать. Вы ничего не развиваете, там сидите. Вон Квинки какой молодец. Он раньше вас всех съедет отсюда. Вы что, не хотите свалить? Давай, сложи, подними кровать. Давай, конечно. Ой, ну что же делать, действительно. Вот бы мы были волшебниками и умели чинить ноутбуки. Ой, посмотрите, мы же волшебники и умеем чинить компьютеры. Значит, это у нас готово. Прекрасно. Давайте это отправим заказчику. О, 3000 заплатили. Казалось, Фриксом
близко к сердцу принимает борьбу группы оборванцев с злодейской империей, и она вызывается написать продолжение после 450 страниц изобретения новых фантастических слов. Она решает сменить курс романа. У нее отлично получается новый, более мрачный сюжет, в котором у героев все же теплится надежда на победу, но империя готова нанести удар. Возможно, клиент предложит ей поработать над еще одной головой. Ну ничего себе. Подождите, а у нас создалось тогда вот эта третья деталь-то? Да, создалась. Подождите, может быть, мы тогда можем все-таки что-то сделать с душем? Улучшить. Вот, это улучшение значительно снижает потребление воды. Детали для эко-улучшения. 3 штуки надо. Иди и сделай, пожалуйста. Показатель ответственности находится в пределах диапазона, и Тресс может получить черту характера ответственность. Ты моя ответственная девочка. Значит, раз ты ответственная, делай, пожалуйста, дополнительное домашнее задание. Это что такая экстравагантная женщина какая-то. Бри Купер. Вылупился цыпленок. У нас там вылупился цыпленок. Ой, как здорово. Значит, можно почистить курятник. Короче, этот будет меня бесить больше, чем Луча Харью, наверное, я так предполагаю. Так, еще что-то продала, моя прекрасная девочка. А ты что стоишь-то, не пойму. Красота моя. Работать надо. Ну, вот это, наверное, самое дорогое. Так, иди с клиентом общайся. И Септом сейчас достигнет 3-го уровня воображения. Все, день почти закончен, но в целом мы дофига что сделали с вами. Знаете, что мне захотелось попробовать? Блин, только если мы сейчас уйдем из этой комнаты, совершим ошибку. У нас же вот этот чебурек, блин. А если я здесь себе поставлю дома стойку вот эту из набора про тренди, фигенди, короче, вот эта вот тема. Я смогу дома собрать какой-то лук? Или для этого именно обязательно надо чесать в чаепитие по-новому? Вот вешалка, сборник хитов. Создать модный образ. И попробуем поставить за него какую-нибудь бешеную вообще сумму. Если мы заработаем с вами много денег, я предлагаю на следующем стриме нам с вами строить им прям логово такое ведьминское. Но у меня ни разу не получалось. Я вообще очень с горем пополам продаю эти все образы. Надо посмотреть в тренде, что сейчас в тренде. Не популярен тренд уличная одежда, популярен тренд элегантная одежда. Смотрите, стиль элегантный. Слушайте, вот это интересно. Я считаю, прикольно. Назовем его сценкор. Я не знаю даже, что это такое. А это даже не ужасно. Это мы назовем ищейка. Я не знаю, что все это значит. Далее, что мы делаем? Мы должны продвигать наряд, продвигать текущий образ. Так, к сожалению, его почти не оценили, ажиотаж вокруг наряда ослаб. Вот так спасибо. Хорошо, давайте этот наденем. Вон какая красота, вы посмотрите. Ёперный театр. Продвигать текущий образ. Благодаря безупречному чувству стиля, так, пришел всем по вкусу, и ажиотаж вокруг него увеличился. А мы можем снова продвигать текущий образ. Еще 21 подписчик, правильно? А если мы еще раз продвинем текущий образ? Ажиотаж нейтральный. Я еще слышала, что можно типа ходить куда-то на улицу в наряде в этом, и тогда ажиотаж будет подниматься. То есть, допустим, господи, мы живем в деревне, тут уже вечером-то и нету никого. Выставить цену. Давайте поставим 100 тысяч. Но я не продавала даже за 100. И будем ждать, а вдруг какая-то богачка решит, что это здоровско. Что ты опять здесь делаешь? Все в кроватку. Время как раз уже позднее. И я думаю, что мы как раз-таки с вами будем заканчивать очередной продуктивный день. Ой, господи, кричишь, напугала меня. Красотка наша, как вы видите, остается пока с нами. Я надеюсь, что мы нормально разродимся с вами в следующей серии уже мы с вами разродимся. Надеюсь, что ребенку хватит места в семье,
и в нашем сердце, естественно, конечно же. Как же без этого? В общем, как всегда, достаточно продуктивно. Пишите мне советы по тренде. Мы должны сделать нормально бабок. Мы должны сделать нормально бабок и построить им нормальный дом. И вообще все сделать круто. Мы прям обязаны, вообще просто обязаны. И это все сделать. Да, и не надо со мной спорить. В общем, пишите в комментариях, как обычно, как всегда, как вам эта серия. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Mm.